Привет, друзья! В этом выпуске вы сможете проверить свой кругозор и эрудицию. Вас ждут 10 вопросов на различные темы. На протяжении теста подсчитывайте правильные ответы и результат пишите в комментариях. Желаю вам удачи! В каком океане находятся Мальдивские острова? Мальдивы – официальное название Мальдивская республика, государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов в Аравийском море Индийского океана. Республика находится примерно в 700 километрах от Шри-Ланки. Всего насчитывается около 1200 островов кораллового происхождения. Это крупнейшее в мире коралловое государство. В какой стране расположена знаменитая вампирами Трансильвания? Трансильвания – историческая область на территории Румынии. Кажется, что здесь остановилось время. Цветущие поля сменяют нетронутые леса, прозрачные озера называют не иначе, как морские глаза, а самым надежным транспортом по-прежнему остается телега, запряженная лошадьми. Однако, этот старинный край на юге Восточной Европы имеет весьма мрачную репутацию и ассоциируется с древними замками, кишащими нечистой силой, в первую очередь вампирами. Какой из стран принадлежат Командорские острова? Командорские острова – архипелаг из 4 островов в юго-западной части Берингового моря Тихого океана. Административно входят в состав Алеутского района Камчатского края России. Названы в честь открывшего их в 1741 году мореплавателя командора Витуса Беринга. На крупнейшем из них, острове Беринга, находится могила мореплавателя. Где находится объект всемирного наследия Ангкор-Ват? Ангкор-Ват – самый огромный храмовый комплекс в мире. Интересен он своими галереями, башнями, павильонами и воротами, богато украшенными резьбой по камню. В 1150 году гигантский комплекс Ангкор-Ват был воздвигнут в Камбодже. Скорее всего, строительство заняло около 30 лет, поэтому можно считать, что Ангкор-Ват начал строиться где-то в 1110 году. Ангкор-Ват посвящен индуистскому богу Вишну. Как называется единственное в мире государство без официальной столицы? Науру является самой маленькой независимой республикой на Земле, самым маленьким островным государством, самым маленьким государством за пределами Европы и государством, не имеющим официальной столицы. Площадь Науру составляет лишь 21 квадратный километр, а населяет страну не более 11 тысяч человек. Местные в большинстве своем проживают вдоль побережья и заняты в основном рыбной ловлей. Вместо столицы у Науру административный округ Ярин, где проживает президент страны. Там же размещен и парламент. Кто впервые в истории надел каблуки? Каблук, как вертикальная опора для пятки, стал известен благодаря персидским всадникам. С помощью такой обуви им было проще держаться в седле. Благодаря каблуку нога не выскальзывала из стремени. Так как каблук был небольшим и широким, он не мешал и при ходьбе. Разумеется, носили такую обувь мужчины, начиная по крайней мере с X века.
Как древнегреческие боги использовали амброзию? В древнегреческой мифологии часто упоминалось, что боги питались амброзией и нектаром, которые, соответственно, были пищей и питьем бессмертных богов. Считается, что боги использовали амброзию для лечения болезней, заживления шрамов и ухода за своим телом. Они также использовали амброзию на телах умерших, чтобы сохранить их. Многие историки пытались выяснить ингредиенты амброзии, но по сей день можно делать только предположения. Каким словом обозначается явление, когда человек переспрашивает вопрос, который хорошо расслышал? Карелизм – это явление, когда человек переспрашивает вопрос, который прекрасно слышал. Как утверждают ученые, люди прибегают к тому приему как сознательно, так и подсознательно, с целью выиграть время для размышлений и формулировки ответа. Карелизм можно рассматривать как защитную реакцию в ситуации стресса и волнения. Это явление может объясняться рассеянностью и невнимательностью, а также инстинктивным поведением, которые требуют психологической коррекции. Где находится самая большая ледяная пещера Айсризенвельд? Самая большая в мире ледяная пещера Айсризенвельд находится в Австрии. Протяженность пещеры составляет около 42 километров, и в ней можно увидеть самые удивительные вещи – гигантские айсберги, ледяные тоннели и застывшие реки. Вход в пещеры Айсризенвельд находится в горах Тёнингеберге над городком Верфен в Зальцбурге. Считается, что пещеры сформировались перед последним ледниковым периодом. Их открыл в 1879 году австрийский исследователь Александр фон Мёрк. Где находится полуостров Пелопоннес? Пелопоннес – это крупнейший полуостров Греции и место, где зародилась древнегреческая цивилизация. Назван он в честь царя Древней Олимпии Пелопса. Полуостров Пелопоннес является искусственным островом. Он отделен от материковой части Греции 6-километровым Каринфским каналом. Площадь его чуть больше 20 тысяч квадратных километров. Пелопоннес – это место с богатой историей и красивейшей природой. Полуостров пока не избалован туристами и путешественниками, хотя там находятся всем известные Спарта и Олимпия. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Поделитесь этим видео с друзьями, пусть и они проверят свой кругозор. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик. До новых встреч!